Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о применении фитогормонов в производстве, выращивании черешни. Мы знаем, что гормоны бывают следующего типа. Растительные гормоны: ауксины, цитокинины, гибереллины, абсцизовая кислота, этилены, бациллостероиды. В черешне мы обычно применяем синтетические формы вот этих природных гормонов. Например, мы знаем, что цитокинины, они, значит, вот синтезируются в боковых почках. Поэтому, если мы хотим получить боковые побеги, мы прибегаем к такому, значит, агроприему, как кирбовка. После того мы обрабатываем вот эти места, которые мы сделали кирбовку, для того, чтобы получить боковой побег, мы обрабатываем синтетическими формами цитокинина. Какие это синтетические формы? Эти синтетические формы: бензиладенин, бензиламинопурин. Вот с этими, значит, формами мы обрабатываем вот эти места кирбовки, чтобы получить боковой прирост. Первый год, как мы посадили саженец, мы знаем, что, значит, ауксины синтезируются вот здесь. Ауксины синтезируются по закону апикального доминирования в конце побегов и боковых корнях. А цитокинины, они в боковых почках синтезируются и вот в кончиках корня. Поэтому, чтобы у нас было много вот этих боковых корней, мы добавляем в корневую зону добавляем ауксины. Опять же, мы добавляем синтетические формы этих ауксинов. Для корней, для того, чтобы много было развития всасывающих корней, мы добавляем вот такую форму ауксина, которая называется индолил-масляная кислота, а по-английски индолил-бутрик асид. Вот это добавляем. Так, значит, после того, как мы уже получаем плоды, нам нужно, значит, у нас в производстве черешни бывает в один год хорошее, значит, плодоношение, а в другой год, в зависимости от многих факторов, массовый опад, значит, завязи черешни. Чтобы этого не было, мы применяем синтетические формы ауксина, такие как нафтилуксусная кислота, потом 2,4-D, это называется дихлорфеноксиуксусная кислота, потом применяем 4-CPU, это хлорфеноксиуксусная кислота. Значит, мы это применяем в фазе или применяем в зависимости от погоды в фазе белого бутона или же в раннее цветение. Вот 10-20% цветения черешни, и мы применяем вот эти, в основном применяем нафтилуксусную кислоту. Ну, очень в мизерных дозах, очень мизерных. 2-3 ppm. Это очень мизерная доза. Значит, что мы получаем при применении этих синтетических форм ауксина? Мы знаем, что по физиологии черешни, когда уже произошло оплодотворение, там в завязи начинается всплеск ауксинов, то есть синтезируются ауксины. А из-за стресса, из-за холода, из-за жаркой погоды может, значит, тормозиться синтезирование ауксинов, и
включиться вот эти гормоны. Абсцизовая кислота – это гормон стресса. И этилены – это гормон старости. Чтобы этого не было, мы в мизерных дозах обрабатываем ауксинами, как бы давая экзогенный ауксиновый сигнал, чтобы дерево почувствовало, что да, плодотворение прошло успешно, и что уже пора начинать развивать завязи. Потом, во втором этапе, уже когда завязь произошло, значит, оплодотворение успешное, во втором этапе начинается там синтезирование цитокининов. Образуются там цитокинины, чтобы увеличить деление клеток. И в этот этап тоже может быть из-за стресса, из-за холода, из-за жары может затормозиться этот процесс. Поэтому в этом этапе примерно 50-80% цветения мы обрабатываем синтетическими формами цитокинина. Обычно она продается 18,5% бензиладенином. Вот в такой форме продается. Мы обрабатываем вот этим препаратом. Уже в третьем этапе, когда уже нужно дать гиберелиновый сигнал, чтобы, значит, развить этот завязь, нам нужно дать гиберелиновый сигнал. Обычно в этом этапе мы смешиваем вот этот гиберелин. Значит, какой тип гиберелина в этом этапе нужно? Где-то 50-80% цветения нам нужна форма гиберелина, гиберелин А4 и А7. Другая форма гиберелина не годится для этой задачи. Мы вместе с цитокининами обрабатываем наши черешни в период полного цветения вот этим препаратом, который содержит 18% цитокинины, бензиладенины и 18% гиберелин А4, А7. В этапе, когда уже плод уже начинает менять свой цвет, тогда уже мы можем обрабатывать вот таким препаратом, который называется гиберелин А3, чтобы увеличить, значит, размеры клеток, чтобы увеличить калибр нашего плода. Вот гиберелин А3 именно для этой задачи. Всю эту процедуру мы, значит, делаем для того, чтобы уменьшить вот влияние этих гормонов, этилены, абсцизовой кислоты. Есть еще вот такое явление, которое называется партенокарпия. Что она подразумевает? Она подразумевает, что даже если не будет опыления, оплодотворения, мы можем экзогенно дать ауксиновый сигнал, чтобы как бы обойти или же обмануть дерево и сказать ему, что оплодотворение произошло, давай развивай плод. И вот как бы подавая экзогенные ауксины, мы как бы инициируем оплодотворение, но в реальности при партенокарпии оплодотворение не происходит. Но в черешне это бывает редко, поэтому мы обращаемся к нашим зрителям. У кого был такой опыт, чтобы они поделились таким опытом? Мы знаем, что в винограде есть такой опыт, но в черешне это очень редкое явление. Ну, о гормонах вот еще что можно сказать. Ну, я думаю, что мы все рассказали о своем опыте, какие гормоны мы применяем в различных этапах при посадке дерева, при удержании завязи. Вот мы применяем таким образом. Спасибо за внимание.